Здравствуйте, мои дорогие. Итак, суженый ряженый, вам судьбой предназначенный. Посмотрим, кто он. Можете не загадывать никого, хотя как вам в вашей душе угодно. Возможно, кого-то узнаете. Будем смотреть, что это за человечек. А я хочу все-таки, прежде пока тасую колоду, поблагодарить за лайки и комментарии и за донирование канала. Пускай вам, дорогие мои, возвращается в разы больше. Я точно это знаю, верю и прошу об этом Вселенную. Что ж, смотрим тогда. Суженый ряженый. Какой человек вам предназначен судьбой? Какой человек вам предназначен судьбой? Так. Посмотрим и дно. Так как это реверсивная колода, мне интересно всегда смотреть как вверх, так и дно колоды. Есть ситуация странная, моторошная, даже какая-то закрытая. Вам что-то непонятно, вам надоело, вы просто в отчаянии. Просто реально отчаяние. Такое ощущение, что вот мечи перед вами, и вы не можете пройти, просто вот нет места. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, насколько это так, но такое состояние есть. Что за ситуация и что за человек? То, что вам дано, будет уже по справедливости, то есть то, что заслужили. Рано или поздно это должно случиться. Вот так вам говорят. То есть вы конкретно заслужили ту ситуацию, того человека, того суженого, который будет в вашей жизни. И сейчас вам говорят о том, что как раз тот, кто предназначен вам судьбой, сейчас вам вот четко, как на духу, будет предоставляться информация. Итак, смотрим, кто предназначен вам судьбой. Давайте сначала, знаете, как спросим о вашей ситуации, теперешней ситуации, да, вот сигнифицируем, какая ваша теперешняя ситуация. Так, ну я что могу сказать? Вы ждете встречи, для вас это важно, вы хотите все-таки встретить своего человека, но пока для этой встречи, ну, грубо говоря, никаких предпосылок нет. Вам кажется, что судьба отвернулась от вас, что все мужчины почему-то смотрят на других женщин, но не на вас. Возможно, это так. Вы знаете как, возможно, и не так, но, опять же, все-таки присутствует, знаете что, такая ситуация, что, возможно, даже суженый ряженый уже как-то и не придет. Да? То есть, если мужчины смотрят, то не для того, чтобы как-то взять вас в жены, ну, вот что-то в этом роде. Но здесь вам четко говорят, что вы красотка, вы шикарная, и мужчины на вас смотрят, заглядываются, смотрите. Видите как? Просто не проходят мимо. Поэтому сейчас будем как раз узнавать, что это за суженый ряженый, который идет в вашу жизнь. Человек, предназначенный вам судьбой. Покажите, пожалуйста. Человек, давно попрощавшийся с прошлым, проходящий трансформацию. Интересная личность тем, что постоянно растет. И знаете как, и ему интересно даже в своем росте, в своих достижениях передавать кому-то эти достижения. Ему интересны отношения, когда два человека взаимодействуют. Ему интересны отношения, где можно, уже сейчас этот человек буквально вот готов. Потому что реверсивная карта смерть говорит о том, что трансформация, если не закончена, то она уже вот как переходной такой этап на светлую сторону вашей жизни присутствует. Его жизни, да, вот тут о его жизни скорее говорят. Но по сути и для вас эта ситуация становится более ясной, открытой. Мужчина, который сказал прошлому «бай». Женщинам, которые присутствовали в его жизни, красотки, блондинки, да, возможно, интересный мужчина, да, посмотрим, насколько яркий и харизматичный, будем немножко ниже смотреть. Но он четко прощается с прошлым. Тут трансформация идет. И причем настолько трансформируется личность, что для него не важно уже просто легкие отношения. Здесь так ярко показано, да, вот такая интересная блондинка, машет рукой.
говорит о том, что мужчина прощается с прошлым. Тут, знаете, как, вот, как девичник, ой, не девичник даже, а мальчишник, да, мальчишник, когда мужчина как в последний раз прощается со своей холостой жизнью, да, то есть вот человек хочет попрощаться со своей холостой жизнью. Вот такой вот сюжет мне идет. Человек довольно трудолюбивый, любит развиваться, любит расти, любит совершенствоваться. И ищет такую же для себя партнершу. Человека, который вместе с ним может расти и, ну, буквально как, идти вместе к Богу, я так вижу. Я так вижу. Интересно, что это за человек? Покажите нам. 2 карты выходят. Пока этот человек скрывает от вас чувства, находится на расстоянии, но чувство есть. Этот человек все-таки присутствует в вашем пространстве. Это не новый человек. Он есть. Он есть в вашем пространстве. Знаете как? Если не физически, то в общении, в переписке, где-то в интернет вы с ним пересекались. Чувства скрывают, но чувства, смотрите, по пажу. Здесь пока не вышел король, здесь не вышел император. То есть тут человек довольно скрытый. Он растет, он развивается. Возможно, даже этот человек младше вас. Возможно, даже младше вас. Может, не биологически, да, возраст младше, но, возможно, как-то он по статусу может ниже, либо просто, даже имея высокий какой-то чин, высокий статус и денежное положение финансовое высокое, он может как-то робеть перед вами, как паж. Да и скрывает свои чувства, отворачивается. Здесь расстояние между вами. По 6 мечей здесь расстояние может быть. Так, хорошо, покажите нам этого человека. Кто он? Сигнифицируйте. Угу. Отвергнутый иерофант. Отвергнутый король Пентаклей. Нет, все-таки, знаете как, все-таки король. Король, то есть мужчина зрелый, достойный, но пока этот мужчина скрыт. Физически он не присутствует в вашем пространстве. Исключительно вы его можете знать, ну, возможно, в интернет-переписке. Тут идет расстояние, тут мне четко говорят об этом. Если не такой человек, ну, здесь вот просто по-другому, здесь это не прочесть. Поэтому либо закрывать расклад, либо, если вам интересно досмотреть, возможно, такой человек появится в вашей жизни. Потому что по иерофанту здесь может проигрываться и разница. Интересная личность, потому что здесь король. Король, который имеет к вам какие-то зачаточные чувства, вот начинающиеся. И то эти маленькие чувства в вашу сторону, и то не проявляет, прячет за спиной. Но по иерофанту этот человек, знаете, тут больше, чем достойный. Личность интересная тем, что в нем перекликается духовное с финансовым. Вот тот верблюд, да, нагруженный деньгами, который все-таки прошел через булавочное отверстие. Вот такая информация идет. То есть у него как-то сосредоточение его финансового такого менталитета, заточенного под экономику, я вот четко понимаю, не идет вразрез, а наоборот в ногу с его духовностью. Здесь может проигрываться как человек зажиточный, но потерявший, например, обанкротившийся. И сейчас, ну, обратившийся в свое духовное начало, ища там ответы. Такие здесь моменты. И так, да, личность очень интересная. Но пока отвергнут от вас. То есть в вашем физическом пространстве я его пока не вижу. Давайте посмотрим на этого человека еще. Какой он. Мудрый, семейный. Но ведет себя как паж-подросток. Просветленный паж-подросток. Здесь пажи выходят на его проявление в вашу сторону. Но человек очень степенный, достойный, зрелый человек.
может даже и старше вас. Здесь именно пажи показывают на его такую, знаете, робость перед вами, возможно, какие-то начинающиеся чувства в вашу сторону. Вот такой вот человечек. Человек, который ищет внутри себя ответы, прежде чем спросить у кого-то. Человек, который нацелен на создание семьи. Об этом нам говорила вот реверсивная восьмерка Пентаклей, и сейчас говорит в том сочетании, да, и сейчас говорит об этом десятка кубков. Он ищет достойную пару для создания именно семьи. Вместе идти по жизни, вместе мудреть, вместе искать Бога. Я опять вижу эту ситуацию, опять вижу эту информацию. Хорошо, давайте спросим тогда, как вы узнаете этого человека, как он проявляется к вам. Давайте еще спросим, да, вот, чтобы было понятно, как вы его узнаете. Он скрывает свои чувства, для него важны деньги, я так скажу, для него важны деньги, потому что здесь пентаклевые карты выходят с особым прицелом. Возможно, сейчас, почему важны деньги? Потому что, возможно, ситуация, которая заставляет его по девятке жезлов настороженно относиться, буквально на охране своей территории стоять. Финансовая ситуация сейчас его немножко подкошена. Это как вариант. То есть ему приходится пока не проявляться в вашем пространстве физическом, потому что нет особо возможности, да, доказать, что он пентаклевый король. Поэтому здесь пентаклевый король, вот этот красавчик, да, я сейчас покажу просто. Особенно лицо. Сейчас посмотрим. Видите, как? Такой мудрый, с такой ехидностью, такой взгляд, да, небольшой. Ну, так, в хорошем смысле слова. Говорит о том, что этот человек пока решает свои финансовые проблемы, становится для него важным именно момент дождаться, правильно дождаться решения его финансовых вопросов, финансовой стабильности. Да и человек, который зажимает чувства. Как он проявляется в вашем пространстве, я вот буквально скажу, заставляет вас ждать. Хотя это не является особо какой-то крупной манипуляцией. Ну да, в любом случае, любое взаимодействие человека с человеком, это и есть манипуляция. В том или ином смысле, да, жесткая, либо просто как, но это манипуляция, потому что каждый действует в своих интересах. Но этот человек особо, ну так, ничего не скрывая, но и не договаривая вам по большую часть своей информации. Не скрывает, потому что, ну как, он не позволяет вам какие-то вопросы ему задавать. Но я вижу, что он очень слабо проявляется в вашем пространстве, очень слабо. Вы его практически не замечаете, я не знаю. Может быть, просто здороваетесь как-то по утрам, либо обращаетесь по вечерам, вот что-то такое. Либо вообще раз в 2 дня, либо в неделю каким-то образом проявляется. Здесь я не вижу особо таких болей от этого человека. Вот, поэтому здесь очень светлая личность, но которая в вашем физическом мире пока не проявлена. Хорошо, как вы его еще узнаете? Как вы его узнаете? Человек, перенесший разрушения. Ух ты, 3 старших аркана. Вы его узнаете, знаете как? Возможно, он когда-то вам говорил, скажет, либо вы чувствуете, что он перенес некую боль, страдания в прошлом, некие разрушения, которые сейчас его будто бы заставили задуматься. Он на мир смотрит совершенно в другом ракурсе, как-то перевернуто понимает. То есть он не знает, как правильно, возможно. Я тут так вижу. Человек, который пока не доверяет женщине как таковой, да, вот в общем своем проявлении. В общем своем проявлении. Кажется веселым, знаете, таким легким. И когда проявляется в вашу сторону, скорее всего, он просто утаивая, да, чувства свои, утаивая даже вот эти маленькие чувства, да, которые вот показал нам паж кубков, он проявляется как-то по-легкому, да. И вам кажется, что он манипулирует вами. Но тут, скорее всего, его комплексы играют огромную роль в том, как он проявляется. Комплексы, которые возникли
по большей части на разрушенном фундаменте. Вот пока он не соберет себя по частям, да, он этот путь в правильном направлении четко совершить не сможет. Ну что ж. Давайте еще спрашивать. Тогда давайте все-таки узнаем сам его характер. Да, вот по характеру какой этот человек. Сейчас посмотрим. По характеру. Характер человека, трудный характер у человека. Ему нужно присутствие женщины в его пространстве, потому что он чувствует себя прям вот нищим духовно человеком. Ему нужна наполненность, ему нужна любовь. Ему сейчас в его характере, знаете как, сосредоточена некая такая боль, которая его сейчас заставляет проявляться по 7 мечей. Хитро, с лукавством таким. Что вам даже кажется, что он как-то очень странно себя ведет. Тут как-то неадекватно даже может человек себя вести. Какой у него характер? Какая личность? Покажите, пожалуйста. Личность стабильная. Мужчина, который все-таки пока не завершил какой-то этап, он не сможет проявиться к вам с чувствами. Но довольно стабильный, интересный молодой человек. По сути, король, опять же, нам показывает, отвернутый от вас. Отвернутый от вас. В чувствах, в действиях, характер. А физические его качества, вот интересно, внешние данные, какие у него? Интересный, знаете, такой женственный, может быть, где-то вот какая-то часть в его образе вам покажется такой интересной, наивной, такой, то, за что можно зацепиться. Внешность, он может быть таким, знаете, тут не так внешность проигрывается, все-таки это то, что составляет его, то, что буквально прорывается на внешнюю его часть, он как покровитель, да, вот к женщине относится как покровитель. Ну, я по тройке пентаклей вижу, что он нравится женщинам, то есть ему интересно себя показать. Ему интересно себя показать. По Луне, ну, что-то женское такое, меланхолическое такое даже будет в его внешности. Возможно, длинные ресницы, либо чувственные губы, может быть, большие глаза, может быть, не знаю, что-то такое, что вам будет нравиться. Хорошо, давайте все-таки спросим о финансовой его стороне. Посмотрим на его финансовую сторону. Что у него с деньгами. Ну да, вот смотрите, он сейчас в его жизни, в его пространстве некий такой момент перерождения, абсолютного перерождения. Но он действует, он буквально восстает из пепла. Виновницей всего была все-таки женщина, разрушившая дотла его, я так вижу, что финансы. Помните, о разрушении здесь нам говорили? Вот, пожалуйста, вышла наружу эта информация. То есть ситуация, связанная с женщиной, все-таки была. Он для женщины сделает все. То есть, смотрите, его финансы напрямую связаны с женщиной, и он понимает. Тот человек, который вот как, он, наверное, экономистом работает, либо как-то понимает философию экономики. Потому что человек, вкладывающийся в женщину, четко осознает, что ему воздастся в разы больше. Но опять же, от этого и было разрушение. То есть что-то он не учел. Но все равно он как феникс перерождается и понимает, что все равно, возможно, какой-то шаг он делал неправильно, но направление верное. Вот я так вижу. Он будто перерождается заново.
Всегда. И все-таки понимает, что в его росте, в финансовом росте будет важно присутствие именно женщины. И что он как раз и будет вкладываться, да, как в музу, в ту женщину, которая будет рядышком с ним. Человек, который может после любого банкротства переродиться, абсолютно вырасти из той пятерки пентаклей, о котором говорилось ранее, переродиться в покровителя, который сможет обеспечить не только себя, да, но и женщину, и ее пространство наполнить. Но опять же, он требует такого же и взамен, да, то есть эмоционального такого драйва. Но здесь, знаете как, жезловая королева — это та женщина, которая может дать чувственную, страстную сторону, да, обеспечить его жизнь. Тут в ней все. Вот такой он в финансах. По сути, человек, который после банкротства может возродиться. Как говорится, не тот миллионер, который просто получил в наследство миллион, да, и распустил буквально за несколько месяцев, либо лет, а именно тот, который создает с нуля этот миллион. И если он его теряет, то он помнит его, буквально каждая частичка его сознания помнит, как этот миллион добывался. И он буквально по тому же пути, улучшая даже этот путь, создаст больше, чем миллион. Понимая, что любое разрушение по башне, да, ведет к тому, вот как там выходила где-то башня у нас, ведет к тому, что на новом, на светлом, на чистом поле всегда можно создать нечто большее, чем было ранее. Ну вот такой интересный мужчина в вашу сторону идет. Знаете вы его или нет, напишите, а я пока спрошу у высших сил советы. Давайте советы. Как вам сейчас поступать? Ну, здесь, девочки, всегда говорят об одном и том же. Поступайте справедливо по отношению к себе. Понимайте, что эта встреча все-таки будет, что мужчина по судьбе, по справедливости будет для вас. Отвернутая карта справедливости сейчас говорит о том, что не смотрите вот в ту сторону. Судьба, вот за этой спиной, за этой спинкой справедливости все сделается для вас, для того, чтобы вы получили в награду этого человека. Но действуйте в своем направлении, растите и развивайтесь именно там, где вы важны. Вы важны для высших сил, та, которая вы есть. Не та, которая просто будет ждать и для кого-то стараться, а для себя, прежде для себя. Растите, делайте все для того, чтобы вы выросли до вот этого мага. Откройте этот путь, завоюйте мир. Возможно, в вас есть некий талант, и вы сможете показать его людям, миру. Посмотрите, кто здесь у меня на дне колоды. Это реверсивная девятка пентаклей, говорящая о том, что женщина, которая понимает, насколько она крутая, насколько она интересная, шикарная. Какой-то маленький штрих. Не просто внешний штрих. Это всегда очень важно, да, заниматься внешностью. Я всегда об этом говорю, но самое важное — это то, что у нас здесь и здесь, да, в голове и в душе, в подсознании. Просто небольшой штрих в виде понимания того, насколько вы шикарная женщина. Приведет именно к тому, что этот процесс ускорится. А высшие силы и так говорят: не беспокойся, мы позаботились, за этим креслом, за этим спиной справедливости все решается. Все решается во благо вам. А вы просто растите, просто живите своей жизнью. Девочки, вот такой вот расклад, мои дорогие. Я сейчас могу вот даже положить так. Если хотите, можно сделать скрин. Это ваш путь, это ваша часть, да, жизни. Если хотите, можете принять самое лучшее из этого расклада. Отпишитесь в комментариях, насколько это будет проигрываться в ваших ситуациях, в ваших жизнях. Я буду только рада этому. Я буду прощаться с вами. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.